Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. В этом видео давайте поговорим о словах старый, старинный и древний. Какая разница между этими словами? Когда нужно говорить старый дом, или старинный дом, или древний дом? А может быть, мы можем сказать старый человек, старинный человек или древний человек? Давайте в этом видео все это и обсудим. Итак, старый – это мы говорим о чем-то или о ком-то, что существует, есть давно, уже долгое время. Иногда это еще характеризует что-то в не очень хорошем состоянии от длительного использования. Может быть, старая песня, старый человек, просто он уже давно существует, давно живет. Старый дом. Здесь может быть не только не новый дом, но еще и в значении, что в этом доме уже жить некомфортно, он старый. Мы можем сказать, что что-то уже старое. Например, этот стиль уже старый, старомодный стиль. Если вы не хотите говорить длинное слово старомодный, вы можете сказать старый стиль по старому стилю. Следующее. Старинный. Это тот, что был создан в далеком прошлом, давно. И у него есть какие-то черты тех давних пор. Часто старинный – это значит, что уже относится к истории. И обратите внимание, старинный человек, такого не бывает. Старинные песни – это песни, которые пели в далекой эпохе, характеризуют именно эту далекую эпоху. Один момент в прошлом. Старинные здания, так же как и песни, это здания, которые по стилю относятся именно к тому периоду, который был давно в истории, давно в прошлом. Старинное здание может быть и комфортным для жизни, не обязательно, что оно будет старым, то есть его могут отреставрировать, и там можно жить, например. Или очень часто в старинных зданиях открывают музеи. Музей истории, конечно. И последнее слово древний. Похоже чем-то на слово старинный, потому что, да, тоже относится к очень далекому прошлому, к истории, которая была, но гораздо более далекие времена. Например, древние египетские пирамиды. Их строили очень давно. Кстати, когда? Древний человек. Вот такое понятие есть. Древний человек – это человек, который жил в пещере, который охотился на животных и так далее. Древний язык. Кстати, не старинный язык, а именно древний язык. То есть это прародитель, может быть, современного языка. Обратите внимание, старинный и древний иногда они могут быть синонимичны, потому что они обозначают что-то, что было очень давно. Мы можем говорить старинные русские города. Суздаль, Владимир – это старинные русские города. И также мы можем сказать, что это древние русские города. Для Руси Суздаль и Владимир – это и старинные, и древние города. Кстати, есть еще одно русское слово «ветхий». Это тоже обозначает старый, но это не просто старый, а прям очень плохой старый, который уже просто не может существовать. Мы можем сказать, это старый ветхий дом. Да, этот дом уже стоит давно, но он настолько плохой для жизни, там невозможно жить, поэтому мы добавляем слово ветхий, то есть некомфортный для жизни. Не просто некомфортный, а просто даже невозможно жить в этом доме. Он может упасть, ветхий. Им просто невозможно пользоваться. Вот так вот бывает.
Например, вот этот старый дом, а вот этот дом старый и ветхий дом. Или просто скажем, это ветхий дом. Надеюсь, после этого видео вы поняли разницу между словами старый, старинный, древний и ветхий. И будете правильно говорить эти слова в правильных ситуациях. Подпишитесь на YouTube-канал Russian Language Club. Давайте общаться в социальных сетях. И вы всегда можете поддержать проект Russian Language Club на странице Patreon. Сегодня все. Пока-пока. До скорой встречи.